Максимальный кайф, который я испытывал от такого бассейна, это была Венгрия. Когда-то была это Австро-Венгрия. Ну, это такая история там вообще. Друзья, приветствую, с вами как всегда Максим. И сегодня у нас на обзоре банный чан, господа. Мы купили недавно себе банный чан. И сегодня я вам расскажу, сколько стоит, кто делал, сколько делали, как мы его топили, сколько раз мы его топили, сколько времени уходит на растопку банного чана. И если вы собираетесь купить себе банный чан, или благоустраиваете территорию, или задумываетесь об этом, это видео специально для вас. Присаживайте поудобнее, ставьте лайк, набирайте чайку и смотрим. Итак, друзья, как я уже повторюсь, приехал мой банный чан. Стоимость такого чана, он обошелся мне с доставкой 290 тысяч рублей. Возможно, вы сейчас напишите, что это дорого. Но понимаете, мечта детства такая была. После просмотра мультфильма «Конек-горбунок» я просто не мог ее не воплотить. Поэтому решил подарить ее себе еще. Подарил ее себе на день рождения. Но у меня день рождения было тепло. Мы потестили, но неэффективно. Когда на улице нет снега, нет вот этой красоты, это не смотрится. Поэтому сегодня я решил потестить в зимних условиях после начала настоящей зимы. И сейчас я расскажу, сколько пошло дров, сколько мы топили, какая температура. Ну, короче, вот полная. Если вы хотели купить, обязательно смотрите. Натер с ладошек ручничок, смешал под дозе табачок, курнул, но вроде не навоз, кентишка дунул паровоз. Ну что могу сказать, афганка, да повеселее. А так сидим, глядим в окно, прибило так, что все равно. Дымок, пошел по комнате дымок, дымок, дымок окутал потолок, дымок, пошел по комнате дымок. Вдруг сзади кто-то нам салам, но мы в ответку пополам. Зашел. Я думаю, некоторые начнут меня осуждать, но я всегда так делаю, ребят. Лишний геморрой никогда не нужен. Это самый удобный способ взять газовую горелку и растопить ваше пламя. Итак, друзья, небольшие трудности были. Замерзли трубы, пока растаяли, все, пока разморозил. Вот костер зажег, воду поставил наливаться только что. Вот смотрите, время у нас 16:00, ну, без 2 минут. Мне самому интересно, сколько мы будем разгонять ее до комфортной температуры 35-40 градусов по Цельсию. Поэтому ждем. Теперь будем подкидывать дровишки. Итак, друзья, прошел уже час. Темнеет, но ничего страшного. Разберемся. Итак, смотрите, ну я по ощущениям сейчас покажу. У нас уже, видите, на котле есть крышка специальная. Ну, вот сейчас уже мокрый снег пошел. Если бы крышки не было, то осложнилась бы ситуация. Но у нас есть крышка. О. Ну, вода такая, рукой уже, знаете, ну, я думаю, 20 градусов. Нет, вода так, типа, как в Крыму. Я думаю, приблизительно 17-18 такая рабочая температура. Купаться, конечно, хорошо в такой воде, но мы пока этого делать не будем, потому что будем ждать нормальной температуры. Ну, да, думаю, наверное, градусов 15-17 сейчас есть уже. Это, напомню, за час. Я думаю, что за пару часов мы наберем нужную температуру. Я не знаю, как уже стемнеет, фонари тут у нас. Я включу вам фонарь, надеюсь, все будет хорошо видно. Я тоже, кстати, немножко заправился коньячком. Рекомендую вам такой же хороший отдых. Кстати, смотрите, труба. По факту, вот покажу котел еще раз со всех сторон. Труба несколько колен у нас. Метровая, дорезка, еще какое-то коротенькое. По факту, я думаю, ну, я купил колено, не доставил больше, потому что по факту, я думаю, надо добавлять. Ну, если сырые дрова будут, то в целом дом двухэтажный, ну, тянет немножко. В спальне может подтягивать. Я думаю, надо ставить минимум еще одно колено метровое, ну, чтобы без гемора обойтись. Кстати, у котла здесь, смотрите, какой классный слив. Они сразу поставили слив на 1,5.
большая труба. В прошлый раз я когда тестил котел, я слил его, ну, я думаю, за там 15 минут ушло. Прикольно сделали, потому что если бы они поставили маленькую трубу, там, на дюйм, там, на 3/4 или, не дай бог, на половинку, на 1/2, то мелкие листья попадают, знаете, всякая фигня попадает в котел, и она бы забилась 100%. Вот отличное решение, 1,5 для сливной трубы. У нас даже мы не смогли подобрать. Я думал сделать жесткую, но жесткой такого размера нет, поэтому мы поставили такую гофру. Но в целом она пустая стоит у нас. Она прикопана у меня здесь, вот на участке. И в целом сливается нормально. Животные не повредили. Единственное, что нужно держать ее пустой. Ну, следить, чтобы она не забилась при сливе, потому что если она забьется, она замерзнет полностью. Потом вы не сможете пользоваться котлом. 2 hours later. Так, что у нас тут водичка, да? Ну, теплеет водичка, ребзя. Да, пацаны, вода теплеет. Прям чувствуется. Я думаю, наберу я вот так, наверное, воды. Сейчас я сдвину еще. Вот посюда. Потому что, ну, сидеть, торчать, чтобы руки на улицу выложить и в шапочке, ну, надо, наверное, наливать вообще вот так. 5-10 сантиметров до верха. Будем пробовать. Так. Ой, блин. Кстати, вот по поводу вот этих штук. Они продавались отдельно, и я всем рекомендую. Отличный выбор. Потому что, по факту, смотрите, если бы я не накрыл, сэкономил там 5000 рублей на вот этих, на утепление, то, во-первых, вода бы нагревалась дольше. Во-вторых, у нас бы котел полностью был, ну, засыпан снегом. Нужно было бы его чистить или снег топить. Еще, понимаете, листья, ну, не есть это гуд. Поэтому крышка 100%. 2 hours later. Ну что, ребятишки, 6 часов. Сейчас идем проверять температуру. Будем, ну, вангую, наверное, 25-26. Дров я накидал хороших, смотрите. Поэтому вроде все разгорелось. Так, пробуем. Я даже не знаю, может, ребят, как вы думаете, может, ее надо перемешать? Мне кажется, снизу вода. Я вот первый раз, когда тестировал чан, получилось, у меня снизу вода была горячая, прямо вот там, внизу, на дне. А сверху нет. Так, ну вот растет температура, но, ну, я думаю, 25 на 24. Ну, поэтому подождем еще полчасика, я думаю. Ну что, братва, время, смотрите, сколько, без 15,7. Прошло уже 2,45 часа. Ну, я, правда, налил по самые помидоры тут водички. Сейчас пойдем смотреть температуру. Ну, типа 30-ка, да. Да, 30-очка. Но еще не с кайфом. Честно скажу, на улице прохладно. Хотелось с кайфом залезть, прямо чтобы такое вау. Ну что, друзья, уже у нас 7:30. Получается, мы парим котел 3,5 часа. Сейчас идем мерить. Я думаю, сейчас будет температура нормас, полезу. Вода кайфовая. Стоп. Я думаю, есть, наверное, 35 градусов, 40. 35. Есть. Не набирается больше, но я думаю, рука по кайфу заходит. Я буду сейчас купаться. Итак, друзья, короче, по факту получилось, что дубовые дрова, сосновые дрова, березовые дрова, полная херня, вот это на мой взгляд. По факту мы купили дубовые дрова, вот оттуда их носили сюда, приносили, грузили в сарай, потом выносили сюда. Они стоят 3,5 рубля. Обычные березовые дрова или сосновые у меня валяются в поддонах. Не заметил никакой разницы, потому что растопка заняла тоже где-то 3,5-4 часа, абсолютно одинаково. Но я так понимаю, что если поддонами бить, просто пойдет их немножко больше. По факту, ребят, я надеюсь, вам все понравилось. Если что-то вам не понравилось, напишите обязательно. Все подписываемся на мой канал, ставим лайк, задаем вопросы, на всем отвечу. Лично. Всем удачного, счастливого, красивого дома с банным чаном.